посидели с Михалычем. Вот идите переживи с этим придурком Михалычем. Всем привет! С вами канал Криптомиксер Михалыча. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И сегодня рассмотрим все плюсы и немного недостатков в торговле в формате P2P. В видео будет рассмотрено много тонкостей при торговле, на которые мы не всегда обращаем внимание. Видео будет объемным, но и полезным. Для хорошего восприятия включите субтитры. Торговля P2P позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую, без агентов или посредников. Для осуществления торговых операций на Binance P2P необходимо иметь верифицированный аккаунт, подключить SMS и Google аутентификацию. В настоящее время комиссии за пользование P2P платформой Binance не взимаются, они равны нулю. При покупке криптовалюты, продаже криптовалюты и создании объявлений 0%. В настоящее время Binance P2P поддерживает более 100 методов оплаты, среди которых Сбербанк, Тинькофф, Яндекс.Деньги, Kiwi, Мир, PayPal, SEPA, Swift, Revolt, Perfect Money, Pioneer, Apple Pay, Альфа-банк, ВТБ и другие. Объявления сортируются по цене и по времени обновления. Это означает, что в топе располагается объявление с лучшей ценой на продажу. Каждое рекламное объявление содержит информацию о цене, доступном торговом объеме в криптовалюте, минимальной и максимальной сумме за одну транзакцию и статистику трейдера. Начинаем. Так как мы хотим приобрести криптовалюту, делаем активным купить. Я буду показывать на примере покупки USDT. Она ничем не отличается от покупки BTS, BUSD, BNB и так далее. Выбираем фиат, в моем случае это гривна. В оплате выбираем наш банк, на котором лежит фиат. У меня это Приватбанк. В доступных регионах выбираем Украина, но можно не выбирать, так как Binance не вводил санкции. Вводим сумму. Я покупаю USDT на 1000 гривен. Если не поставить, нам предоставят объявление с лучшими котировками, но лимит будет выше, чем 1000 гривен. Нажимаем поиск. Теперь обращаем внимание на количество ордеров и процент выполнения, а также на наличие желтой галочки рядом с ником. Если цена продавца с желтой галочкой не сильно отличается от самой низкой цены продажи, рекомендую выбрать ник с желтой галочкой, так как этот трейдер участвует в мерчант-программе. Мерчант-программа рассчитана на профессиональных трейдеров, которые ежедневно активно торгуют как в направлении покупки, так и в направлении продажи. Мерчанта Binance P2P на платформе отличает наличие желтой галочки рядом с ником. Данные пользователи прошли дополнительную верификацию на платформе, подтвердив свою личность и свой торговый опыт. Преимущества мерчант-программы: повышенные лимиты по объявлениям, эксклюзивная служба поддержки для мерчантов, удобная и функциональная административная панель для управления торговлей, дополнительные настройки курса, возможность работы с разными платежными счетами, возможность создавать скрытые объявления, возможность подключения дополнительных фильтров для контрагентов. Как стать мерчантом на Binance P2P? Необходимо заполнить форму и предоставить необходимые документы. Иметь подтвержденный опыт P2P трейдинга не менее 6 месяцев на Binance P2P или других P2P платформах. При рассмотрении анкеты дополнительно учитываются такие показатели, как общий торговый оборот в криптовалюте, торговый оборот за месяц, количество успешных сделок и рейтинг трейдера. Вот, обратите, ник с желтой галочкой. Вот мерчант.
Нам подходит Приватбанк, но лимит больше 1000 гривен. Он нам не продаст. Нажимаем купить USDT. Заполняем заказ. Обращаем внимание на срок оплаты. Нажимаем купить USDT. После того, как вы разместите заказ, в ордере будет указана необходимая информация для совершения оплаты, а именно реквизиты продавца, точная сумма, временное окно для оплаты. Это время, в течение которого необходимо завершить платеж или заказ отменится системой автоматически. Выбираем Приватбанк, копируем счет. Теперь переходим в свой банк и вводим реквизиты трейдера. Обращаем внимание, чтобы данные, предоставленные трейдером, особенно фамилия и имя, совпадали. Встречал, когда трейдер предупреждал о несоответствии. В этом случае принимать решение остается за вами. В нашем случае совпадает данные, которые предоставил наш трейдер. Нажимаем оплатить. Встроенный чат позволяет пользователям связываться друг с другом и при необходимости уточнить детали по транзакции. Как только вы завершите оплату, отметьте заказ как оплаченный, нажав на кнопку «Переведено далее» и дожидайтесь перевода криптовалюты от продавца. Поставим в чате, напишем «Оплачено». Не нажимайте «Оплачено» до фактической оплаты. Если вы нажали «Оплачено» случайно, то вы можете отменить заказ, нажав на кнопку «Отменить заказ». Если по истечению времени продавец не перевел криптовалюту, нажмите кнопку «Апелляция» и дождитесь ответа службы поддержки по электронной почте. Важно отметить, что на данном этапе необходимое количество криптовалюты уже заморожено на балансе продавца. Поэтому вы можете быть уверены, что даже если продавец по какой-то причине не осуществит перевод, служба поддержки сможет завершить транзакцию в ручном режиме при наличии у вас подтверждения факта оплаты. По завершению сделки купленные вами цифровые активы будут зачислены на ваш P2P баланс автоматически. Апелляции. Платформа Binance P2P не является ни одной из сторон операции P2P, если сделки осуществляются напрямую между пользователями. Если стороны не в состоянии разрешить свои разногласия, можно подать апелляцию, нажав на кнопку «Апелляция». Служба поддержки поможет сторонам разрешить спор. Пока конкретная операция находится в стадии апелляции, криптовалюта будет оставаться заблокированной до урегулирования спора. Служба поддержки свяжется с участвующими в споре пользователями по электронной почте в максимально короткие сроки. Чтобы помочь в рассмотрении апелляции, будьте готовы предоставить доказательства по спорной сделке. При необходимости служба поддержки поможет потребовать предоставить чеки по совершенным транзакциям, банковские выписки или видео из вашего банковского приложения. Наша сделка завершена. Отметим лайком. Тут следует сказать, что наши деньги, наше количество нашей валюты поступит на кошелек пополнения, а оттуда нужно перевести на спотовый кошелек. Рекомендации для безопасной торговли. Для того, чтобы торговля на Binance P2P была безопасной, необходимо следовать нескольким основным правилам. Все общение должно осуществляться через чат на Binance P2P. Не проводите сделки вне платформы. При получении платежа от покупателя убедитесь, что платежная информация покупателя совпадает с информацией Binance аккаунта вашего контрагента. При продаже криптовалюты не переводите ваши активы до получения оплаты. Остерегайтесь мошенников в социальных сетях и в мессенджерах. Убедитесь, что ваш аккаунт защищен. Включите двухфакторную аутентификацию. Недостатки P2P биржи.
Меньшая скорость торговли. Несмотря на то, что P2P транзакции после подтверждения обеими сторонами, как правило, завершаются практически мгновенно, одна из сторон может задержать сделку по разным причинам. В традиционной торговле вам не нужно ждать подтверждения покупателя или продавца для завершения сделки. В случае P2P покупатель или продавец могут в процессе передумать и отказаться от транзакции. Низкая ликвидность. P2P биржи еще относительно новые инструменты. Ликвидность здесь ниже, чем на централизованных биржах. По этой причине крупные трейдеры, которым необходимо совершать масштабные сделки, возможно предпочтут воспользоваться внебиржевой торговлей или покупкой-продажей на стандартной бирже. Вывод. Риск мошенничества при совершении P2P сделок вне биржи очень высок. Binance P2P может защитить как покупателя, так и продавца, обеспечить безопасность транзакций и сократить риск мошенничества. Помимо публичной системы рейтингов, Binance P2P использует escrow сервис для защиты криптовалюты до тех пор, пока обе стороны не подтвердят транзакцию. Например, вы покупаете биткоин за фиат. Продавец отправляет биткоин в escrow сервис Binance. После того, как вы отправите фиатные средства, а продавец подтвердит получение фиатных средств, Binance зачислит вам биткоин, обеспечив безопасность и надежность сделки. Если вы не крупный трейдер, то P2P подходит идеально. Будьте осторожны и помните, что все охотятся за вашими деньгами. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!